Здравствуй, домик. Давно я тебя не посещала. Ну вот, знаю, многие из вас хотели увидеть этот домик. Сегодня 14 апреля, моросит дождь, моросит прям с утра, и вроде как по прогнозу будет весь день. Именно поэтому я выбрала этот день, потому что мне нравится контраст пребывания в домике, чтобы горела печь, и при этом, чтобы лил дождик. Но дождик пока очень слабенький, такой еле-еле моросит. Мне бы хотелось, чтобы лил ливень, но, возможно, ливня не будет. Но посмотрим, посмотрим. Хотелось бы, чтобы полило и весь день, и всю ночь. И вообще, люблю стихию бурю. Ну, а пока, да, моросит, такое себе. А еще мне интересно, смогу ли я во время такой легкой непогоды, или наоборот супер классной дождливой погоды, заниматься какими-то делами. Допустим, делать ступеньки, там, заготавливать дрова. Обычно, когда погода так себе, ну, в смысле, она нравится, но для дела она не очень комфортная. Я ленюсь. Мне больше нравится сидеть у печи и есть пироги. А тут посмотрим, хочу дерзать. Сбегала к фотоловушке, отключила ее, чтобы она меня тут не снимала, пока я буду подходить в зал один, заниматься какими-то бытовыми делами. Печь подготовлю, но растапливать не буду спешить, потому как, в принципе, на улице плюсовая температура, тепло достаточно, и зря тратить дрова не стоит. Поэтому растоплю печь ближе к вечеру, а пока буду просто заниматься разными делами. Электричество в домике, аккумуляторные фонарики и повербанки. Набираю 5 фонариков, беру, чтобы проводить съемки.
Кстати, пока бегаю, занимаюсь делами, тут не попереобуваешься. Тапочки-то есть, но бегаю в сапогах, топчу, грязь делаю. Только перед сном потом переобуюсь. А так невозможно переобуваться каждый раз, потому что я все время вот так туда-сюда. Поэтому... Да я смотрю, как прохладненько. Возможно, все-таки раньше печь растоплю. Меня волнует вот этот участочек. Когда грязно, когда зима, я тут проскальзываю, мне очень трудно подниматься и спускаться. Я хочу сделать здесь ступеньки.
Знаете, пока бегала под дождем, все-таки замерзла. Пора топить печь. Не хочется испытывать эти неприятные ощущения. Посмотрим, смогу ли я приклеить на окно из гибкого стекла вот этот симпатичный термометр. Это я так от пыли. А вообще надо как-то более серьезно помыть окошко. Для этого нужно взять более чистые тряпочки. Увы, сильного дождя не случилось. Он практически закончился. Но между тем я наработалась именно по дождю, бегала, занималась делами. И теперь хочется попить горячего чаю, вообще согреться, чем я сейчас и займусь. Ну, по сути, это такие игрушки на елку. Ну, думаю, для моего домика из камыша это идеальные сувенирчики, которые еще более придадут атмосферы маленькому домику.
попьем чай.
кушает со мной. Приятного аппетита. Ну вот, пришло время вечерней болтологии. Давно я с вами не общалась, друзья. Ну, собственно говоря, не буду прям очень долго говорить. Такую маленькую тему всего лишь подниму. О том, что я сейчас, как вы уже видели, снимаю много фильмов не только про этот домик, но и про разные избы, про тайгу, про Сибирь, про Республику Коми, про север. То есть я начала путешествовать. Это то, о чем я мечтала, то, чего я хотела. И наконец-то это случилось. Но часто я получаю такие комментарии, что мои фильмы про избы, про тайгу, там, про север, не очень-то интересны. И многим интересна только вот эта локация, по сути. Это домик из камыша. Но я, с одной стороны, рада тому, что вам так полюбился домик из камыша. Мне он тоже очень нравится. Конечно, это результат моих трудов, и я довольна этим результатом. И есть еще над чем тут работать, как улучшать. То есть эта тема такая, достаточно бесконечная. Вот. Но прежде всего, я люблю путешествовать. Это моя страсть. И вот, наконец-то, я доросла до дальних поездок. По сути, это то, о чем я мечтала всегда. Я мечтала всегда поехать куда подальше и на подольше. Наконец-то у меня появилась такая возможность. И я с таким удовольствием, с таким наслаждением куда-то еду. Потом иду по тайге, ночую в какой-то избе, знакомлюсь с новыми людьми, в том числе с блогерами. Например, с Алиной с Белой Вороной, с Сергеем Добрые походы. Это люди, у которых я была в гостях, в избах, в которых я была, с которыми я общалась лично. И мне все это дико нравится. Поэтому, как я уже сказала, с одной стороны, мне радостно, что всем нравится этот домик из камыша, а с другой стороны, лично мне именно на этой локации довольно скучно. Да, иногда можно сюда прийти, когда давно я тут не была, я соскучилась по этому месту, прихожу, тут что-то делаю, получаю свою порцию удовольствия. Но на самом деле у меня такой характер, мне нужны приключения, мне нужно что-то новое, новые места, новые люди, новая природа, новые красоты. Поэтому, конечно же, я попросту не могу сидеть только в домике из камыша и снимать только о нем сюжеты. Через время мне просто станет настолько нудно, просто и вам станет нудно. Вот в чем дело. Даже это уже проверено неоднократно на канале, когда я начинаю подряд публиковать ролики о домике из камыша, 1, 2, 3, 4, 5, через время вы сами же теряете к нему интерес.
То есть на канале должно быть разнообразное видео. И я стараюсь сделать действительно разнообразное видео. То есть домик из камыша, зеленая хижина. Теперь появился домик из листьев. Теперь появился домик из листьев, который построил Жека. Я стараюсь ездить по каким-то другим локациям, других людей, знакомлюсь, выясняю, где что. И кого-то это радует, кого-то это удивляет, и я так рада, что вас это радует и удивляет. Ну, а кому-то вот, да ну, зачем ты ездишь по чужим избам? У тебя же есть свое, вот лучше бы ты дома сидела в этом домике из камыша, пироги пекла. Вот прям так мне и пишут. А как же развитие, как же рост, как же приключения, как же путешествия, как же дух странствий? Ну вот, об этом я и хотела поговорить. Так, чуть-чуть выразить эмоции по этому поводу. Ой, ну сегодня был такой спокойный день. Хотелось мне, конечно, большего дождя, больше какой-то стихии, большего ветра. Но дождик был такой грибной, скажем так. Хотя температура, в конце концов, на улице понизилась до +2. Поэтому печка горит в избе, кстати. В принципе, тепло. И, пожалуй, буду спать. На этом все. Всем спокойной ночи. До завтра, друзья. До завтра. Доброе утро, друзья. Ой, хорошо. Спалось тепло, спалось крепко, спалось хорошо, спалось с массой интересных снов. И снились мне классные, интересные сны. Обожаю, когда такие сны снятся. Снился какой-то лабиринт пещерный. И через него как бы туристический маршрут через этот лабиринт пещерный. И там жилые пещеры, явно кто-то живет. И вот я там прохожу, и так как я увлечена темой бушкрафта, темой всяких там изб, домиков, там пещер, ну каких-то локаций таких интересных, я, конечно, обратила большое внимание на вот эту пещеру с множеством комнат. И мне захотелось там снять сюжет. А через время я поняла, ну это я такую краткую версию рассказываю, без подробностей этого сна. А через время я поняла, что в этой пещере живет семья, муж, жена, причем небольшого роста, ну, как лилипуты. Вот. И у них 3 детей, 3 сына. 2 сына, причем нормальных, нормального роста, и 1 тоже лилипут. И вся эта семья такая душевная, такая прекрасная, такая веселая, такая вот общительная, добрая. Все в этой семье просто располагают к себе. И оказывается то, что вот как бы туристический маршрут, по которому я прошла и увидела вот эти пещеры, комнаты, это всего лишь край пещерного великолепия. Именно где вся эта семья живет, все эти пещеры глубже, за этими пещерами, которые вот я увидела в первый раз. И вот далее идут вглубь пещеры, и там настолько интересно, и там не как вот в пещерах холодно, мрачно, темно. Нет, там светло, тепло, красиво. По сути, каменные просто комнаты, светлые, теплые, красивые. И мне так захотелось там снять сюжет для вас. И я спросила старших этой семьи, можно ли мне снять сюжет в их пещерах. Они сказали, да, можно. Классно. Вот. Почти что снимала ночью для вас сюжет из «Чудо-пещер».
Удивительно, печь еще горячая. А я ведь последнюю дровину добавила, наверное, в 12 ночи. Да. Ну она не то, что прям пышет жаром, но